Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие же события спешат на ваш порог, в вашу жизнь и с чем это будет связано. Кто или что спешит? Возможно, это будет какая-то информация, новость, а может быть, это и конкретный человек. И также мы узнаем знаки судьбы, что вам хотят передать высшие силы или для чего это все нужно. Может быть, какие-то прежние дела или вопросы, которые вы решили или решали, как это будет продолжено, к чему все идет. Вот такие вопросы мы с вами рассмотрим в нашем видео. И, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И скорее мы рассматриваем альтернативные варианты. Мы не выносим вердиктов. Мы с вами предполагаем и размышляем. И вы перекладываете, я, по крайней мере, именно так вижу, ну, какую-то пользу от раскладов, от прогнозов, когда именно лично ваша история или то, что у вас наболело, то, что в данный период жизни у вас происходит, вы можете переложить на метафору карт. Более беспристрастное видение нам дают расклады, когда мы можем некоторые выхолощенные конструкции ума словно отключить на время, чтобы услышать собственную интуицию. Итак, мы смотрим, я смотрю, и вы смотрите. Подсказки маленьких карт пасьянса. Никогда не знаешь, что выпадет. Много составляющих. Очень позитивный момент, с чего начинается наш расклад, пасьянс цыганский, открытый путь. Поэтому, правда, в эту, может быть, неделю вы сможете осуществить то, что вам не удавалось прежде. Или найдете нужную информацию, или будет подписан документ, или вы с чем-то определитесь, например. Так ведь тоже бывает, когда мы не знаем ни туда, ни то нет. Ну вот здесь, по крайней мере, какой-то открытый путь, и значит, это не обязательно будет «да». Кстати, будем реалистами. Это вполне вероятно, вы от чего-то можете сами отказаться, потому что не видите перспективы. Или за последнее время, может быть, так тоже бывает, мы хотели что-то осуществить, а у нас все время не получалось. Дело стопорилось. Под конец мы сами можем прийти к выводу, что нет, а и не надо. Вот так бывает. Иногда бывает и такой момент, что нам, ну, как будто судьба закрывает какую-то ненужную дорогу. Ну, давайте пойдем дальше, посмотрим, что еще нам расскажут карты. Будьте внимательны. Змея выпадает. В год змеи в целом нужно быть мудрыми. Змея ведь она наблюдает, анализирует только потом, как бы нападает, или она только потом активно действует. Поэтому вот такие, как совет можно воспринимать. Будь мудрым, будь наблюдательным и не торопись действовать, пока ты что-то не проанализировал. Хотя, конечно, это может свидетельствовать о том человеке, который словно затаился. И, ну, тогда себя беречь нужно дважды, куда-то не спешить. Подмечать мелочи. Крупные дела очень часто складываются из каких-то мелочей, а вот мелочи как раз и проходят мимо нас. Или мы куда-то торопимся и словно на полном ходу проскакиваем, пролетаем мимо. А какие-то подсказки, они вокруг нас всегда присутствуют. И пока с вами говорю, смотрю, что у вас сошлось еще. И должна сказать, не вижу, чтобы что-то сошлось. Ладно. Крест. Это как что-то по судьбе. Может быть, своего рода жизненный экзамен, или то, с чем вы теперь сталкиваетесь в той или иной мере, или в той или иной сфере жизни. Вам действительно этот опыт зачем-то нужен. Вы с чем-то должны разобраться и, безусловно, навести порядок. И в основном это вопросы нашего благополучия, потому что еще до конца этой недели, по 13 апреля, Венера в ретро-движении. И это все вопросы, которые касаются благополучия. В конечном итоге мы можем это свести как и к личной жизни, взаимоотношениями с ключевыми партнерами,
Безусловно, все то, что касается денег, имущества и вашего дома. Вот такие вопросы, они в целом в центре внимания. Последняя карта. У вас совпадает меч. Меч– это ссора. Это могла быть уже ссора, она состоялась. Или это может свидетельствовать о том, что вы с кем-то не согласны будете. Ну, ссоры нам не добавляют ни улыбок на лице, не способствуют нахождению какого-то компромисса. Часто даже если мы пытаемся что-то кому-то доказать, мы никому ничего так и не сможем доказать. Это все действия в пустоту. И даже если человек промолчал, ушел, это ведь не значит, что вы ему что-то доказали. Это чаще, что человек остается при своем мнении. И у вас выпало, почему я так подробно говорю, у вас выпало значение змея. Поэтому, знаете, бывают в нашем окружении люди, которые занимают нейтральную позицию. Ну да, бывают иногда и равнодушные люди. Мы их не должны переделывать, воспитывать. Ну, он такой, этот человек. И оставим ему его какие-то приоритеты. Но мы, пытаясь, может быть, сделать что-то даже из лучших побуждений, как раз можем вот этого нейтрального человека перевести в формат недругов, если будем на чем-то настаивать. И пока я с вами говорила, смотрю, что еще совпало, и даже в крайних картах я не вижу совпадений. Хорошо, давайте с вами дополним на картах Таро, что же идет на ваш порог. С чем это будет связано? Что идет на ваш порог? Это будет первая карта, а вторую мы достанем и назовем, кто или что спешит в вашу жизнь. И знаки судьбы. Что вам важно услышать, что вам нужно знать. Или как подсказка высших сил для первого варианта и для второго. И третьи карты, к чему все идет или какое продолжение следует. И первый наш вопрос был задан, что идет на ваш порог и к чему все это идет или будет продолжаться. И кто или что спешит в вашу жизнь, опять же, с чем это будет связано или к чему все идет, как это будет продолжено. А может быть, это и не будет продолжено. Достанем карту, посмотрим. Энергия– это ваша деятельность, активность, деньги, достижения, личная жизнь, вторая карта. Или любовь, вопросы вашей семьи или то, что вы лично для себя хотели бы осуществить. Открываем, что же идет на ваш порог. Вот правда, есть какое-то разочарование. Пятерка кубков, кстати, мелкая карта. Пятерка– это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания. И здесь недостаток приятных эмоций. Это сожаление, это карта хандры, это карта апатии. Опять же, почему? Потому что человек у нас словно замер. И он переживает, сокрушается по поводу трех разлитых кубков или перевернутых. А те, которые два кубка, абсолютно нормальные, они стоят за его спиной. Он их не видит, он даже об этом не думает. Поэтому увидеть какую-то альтернативную возможность, мы где-то с вами об этом говорили по картам пасьянса, хотя ведь кто-то из вас может сожалеть, что вы тоже на чем-то настояли. Такое я могу вполне предположить. Ну, может, у вас такая, знаете, быть неделя, когда даже с учетом ретро-Венеры, когда мы делаем некоторую работу над ошибками, мы понимаем, что где-то погорячились или в чем-то были неправы, но тогда по пятерке кубков мы можем некоторым образом это исправить. Мы можем, кстати, отчасти и примириться, но тогда шаг вам придется делать первыми. Потому что возможность, она есть, чего бы тут ни касалось. Может быть, это у кого-то конфликт на работе, может быть, это и конфликт с близким человеком. Но, конечно, не все однозначно. По этой карте иногда проходит и предательство тоже. И здесь, мои дорогие козероги, у каждого своя концепция. Если, наверное, быть реалистом от начала до конца стоит. И поэтому тут не только мы смотрим на ту сторону, которая нас не поняла или нас предала, или когда какое-то дело мы не смогли осуществить, но мы еще и смотрим, насколько искренне мы были в своих желаниях или насколько при каких-то договоренностях мы тоже были искренне открыты. И если с вашей стороны вы видите, действительно все как бы было соблюдено по правилам, да, не было какой-то двойственности,
а именно это вы попали в просак, потому что человек так поступил, а может быть и организация, да, на что-то вы надеялись. И, кстати, наши надежды пустые, вот разбиваются по пятерке кубков, это правда. И этот период ожидания, может быть, должен быть как раз закончен. И поэтому, если есть какая-то двойственная история, ее следовало бы прояснить. По крайней мере, будет закончено какое-то ожидание или какая-то хандра. Вы должны что-то знать наверняка. И вот этот путь открытый тоже может быть связан с тем, что кому-то из вас просто надоело ждать того, кто не придет, или кому-то надоело, что кормят обещаниями, значит, тоже мы можем что-то прояснить. И это ведь может быть ситуация как и в личной жизни, так она может быть и по работе. И откровенный разговор – это не значит отнюдь конфронтация, а для себя что-то знать наверняка, стоит вообще вам что-то продолжать. И есть ли у вас в конкретном направлении прогресс, будь то работа, будь то личная жизнь, или конкретно откуда к вам приходят деньги. Ведь это через эмоции карта проходит. Так вот, наши эмоции не лучший подсказчик, а вам это нужно переложить на какую-то практику. Причем делать это безэмоционально и беспристрастно. И тогда вполне вероятно, вы сами увидите, что от чего-то приходится отказываться, нет смысла продолжать, или ни к чему это дело не приведет. Но тогда это для вас будет означать как раз вот эти два кубка, которые находятся за спиной человека, и одновременно открытый путь. Что нам подсказывают высшие силы? Вот должен быть в вашей жизни праздник, мои дорогие. И не всегда праздник приходит как, ну, что-то такое фееричное, которое как неожиданное, может быть, даже так, или когда само по себе решается какое-то дело, или сам по себе решается вопрос. Но я так вижу, к чему все идет, если мы спросили про именно подсказки высших сил, что вам хотят сказать. Так вот, я вижу это в том, что вы должны сделать первыми какой-то шаг. И пусть эта ситуация какая-то именно завершится, а не будет что-то продолжено. Но тогда вы всегда найдете почетный компромисс и с кем-то красиво расстаться. И значит, а жизнь нам очень часто такие уроки преподает и сталкивает нас снова с теми людьми, с которыми и были какие-то ссоры и конфронтации. Как будто мы должны это завершить, расставить все по местам. В нашей жизни навести тоже некоторый порядок, может быть, среди нашего окружения. И в конечном итоге вот этот праздник. Но я здесь и вижу, что для большинства из вас, мои дорогие козероги, есть действительно какая-то хандра или даже мелкий вопрос, когда, может быть, вы ждете, придет или не придет какой-то человек, получу я какую-то бумагу, документ или нет. Вот проясняйте для себя, и тогда вот этот праздник, он у вас будет более отчетливым. И я так вижу, что в ваш адрес кто-то откликнется. Ну и сами будьте дипломатами, мои дорогие, сами где-то будьте готовы к компромиссу. Вот на этой неделе это совершенно необходимо. Более того, когда вы с кем-то договариваетесь или нейтрализуете какую-то напряженную обстановку, когда сами себя пожалеете буквально. Мы ведь не можем надолго застрять в этой пятерке кубков и смотреть все время вот на эти три бокала, которые перевернуты. Ну, неважно, что там было. Не оглядывайся назад, иди вперед. И вот, кстати, карта колесо фортуны. Сама фортуна словно ждет, пока вы с чем-то разберетесь. И как только вы разбираетесь, или, может быть, проговариваете какие-то важные разговоры, темы, в таком спокойном русле ключе для себя проясняете, то и праздник в вашей жизни будет. Более того, вот это, наверное, судьба. Вы сейчас как на пороге между прошлым и будущим. И как только вы закрываете какие-то гештальты, аркан колесница. Здесь как жизнь набирает темп. Вообще это карта успеха, поэтому и успех спешит в вашу жизнь. Но карты, видимо, как подсказки высших сил, назовите это так, знаки судьбы, пока ты козерог, с чем ты не разберешься. Но вот этот праздник, он уже практически рядом с тобой, но словно место занято, у тебя пока какие-то разочарования. Завершайте. Поэтому навести порядок в жизни для вас очень хорошая практика. И это старший аркан, который нам говорит отнюдь какие-то события не на неделю, а то, что, возможно, будет продолжено как минимум до конца апреля, а то и дольше. Старший аркан. Здесь ты еще узнаешь, а по этой карте нам говорят не только жизнь набирает темп, но ты еще столкнешься с какими-то новостями, и поэтому будь открыт
тому, что на твой порог и еще что-то придет иррациональное, или то, что ты совершенно не ожидал, или то, что ты прежде не предполагал. По аркану колесницы так и бывает, но нам конкретно карты говорят: закрывай в прошлое дверь, тебе отсюда только вперед. Кто или что спешит в вашу жизнь? Шестерка Пентаклей вообще это карта финансового успеха, однако это еще и карта поддержки высших сил. Поэтому, если для кого-то из вас сложная, к примеру, ситуация по деньгам, шестерка Пентаклей нам говорит, что всегда в вашем окружении вы можете найти одного человека, который откликнется и вам поможет. Может быть, на время, ну, какую-то сумму вам субсидирует, к примеру, если нужно закрыть какой-то кредит или платеж, а ваши деньги где-то задерживаются, и, может быть, это вы по этому поводу переживаете. Здесь, правда, не все люди, ну, как бы настроены против вас. Я не исключаю, в жизни каждого из нас есть и люди, которые, ну, где-то мы им не нравимся, они нас недолюбливают, они с нами не согласны. И что? От этого ничего не меняется. Мы сами должны найти, значит, не тех, кому мы не нравимся, или кто и нас, кстати, не вдохновляет. Наоборот, свой социум некоторый организовать вокруг себя как группа поддержки или группа единомышленников. И вот это то, чем вам следует заняться на этой неделе. Пусть это звучит так абстрактно, не конкретно. Но, мои дорогие козероги, это вы именно проходите экзамен жизни. И пока не пройдешь, козерог, словно вот этот аркан колесница, не побежит вперед. Но вот каким-то образом, видимо, это для вас очень важно. Ваше окружение, ваши доверенные люди. Но вернемся к шестерке Пентаклей. Здесь может быть как и получение денег вообще, в принципе, и вам это каким-то образом помогает. С другой стороны, это какая-то новая стратегия по части заработков. Тут тоже может быть. Но я не могу этого исключить. Обратите внимание, руки тянутся к деньгам буквально. Две руки нам изобразил художник, это колода Чиромаркетти, и у вас могут попросить в долг. Вот к вам кто-то может спешить на порог или в вашу жизнь. Дай мне денег, одолжи, верну завтра, послезавтра. Не давайте деньги. По этой карте мы кумулируем. Мы не дробим наше благополучие, не дробим финансовый наш какой-то эквивалент. Наоборот, мы это собираем как в кучку, да. Мы должны понимать, какой суммой мы располагаем. И если вы кому-то деньги одолжаете, вполне вероятно, вы либо увидите эти деньги не скоро, либо вообще можете не увидеть. И не потому, что кто-то строит хитрый план. Хотя у вас выпала змея, и такое я тоже могу предположить. Но может быть и банально. У человека поменяется жизнь, поменяются какие-то условия. У нас сейчас у каждого меняется то, что было утром к вечеру, иногда уже совсем не так. И кто знает, может быть, даже не имея каких-то хитрых замыслов, человек попросту не сможет с вами рассчитаться. Поэтому карта говорит для всех: денег в долг не давать. Но именно вам кто-то может прийти на помощь. Но тогда, значит, будьте благодарны, мои дорогие козероги. Знаки судьбы. Но все то, что я сказала по девятке жезлов, мы вот так очень аккуратно выходим как из зоны каких-то ограничений или из того периода, когда мы не могли что-то осуществить. И те, кто смотрит расклады Таро, знают, что девятка жезлов чаще нам воин изображен с перевязанной головой. То есть карта говорит, да, воин. И, кстати, по девятке жезлов в герметической колоде Таро это карта великой мощи, как и физической силы, так и ваших возможностей. Но первое, вот как если мы вспоминаем про воина, которого перевязана голова, какие-то шишки он набил, какой-то грустный опыт был. И у вас, судя по пятерке кубков, какой-то грустный опыт тоже есть. Поэтому не повторить какие-то ошибки, мы с вами об этом говорили уже. И выход может быть из того прежнего, с вашего состояния, когда вы не могли что-то осуществить. Здесь как раз у вас больше появляются, ну, ресурсов каких-то. Но это нужно сделать очень аккуратно, элегантно. Как будто вот этот воин, да, он оставил еще, обратите внимание, 8 жезлов в виде забора. Взял только один, и словно ему нужно пробраться сквозь топкое болото. Вот что-то подобное, ну, знаете, какая-то неясность или
Ну, как мы с вами сейчас живем в эпоху перемен, некоторым образом тоже, но так напоминает болото, согласитесь со мной. Не всегда мы можем предполагать, в какую же мы ситуацию попадем. Ступайте осторожно, но уверенно. Проверяйте, предвидьте на пару шагов вперед. Задавайте себе чаще вопрос. Если я соглашусь на что-то или если я продолжу какие-то активные действия, ведь это у вас вторая позиция как знаки судьбы. К чему это приведет? А если я останусь один на один с какой-то проблемой неразрешенной, что я буду делать? Мои действия. То есть осторожность во всем, от начала до конца. Жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. И предыдущая карта шестерка пентаклей как раз о деньгах, поэтому будьте аккуратны с деньгами. На что бы вы тут не планировали, не думали. Может быть, кто-то наоборот кредит хочет взять, да, и у вас, ну, вы можете где-то для себя траекторию по части взять ипотеки какой-то проложить. Но тогда нужно просчитать, как вы будете отдавать. Нельзя что-то строить даже в планах на будущее, что основано, ну вот как на его величестве случая. Или на, мы говорим, надеяться на авось. Вот ни в коем случае нельзя. Вам вообще это не очень импонирует где-то вашему знаку зодиака, но мы же часто оказываемся в разных ситуациях, и порой нам приходится, ну, принимать такие решения, которые нам тоже не свойственны. Поэтому, ну, тут какой-то опыт вам важно не повторить. Поэтому берегите себя. К чему все идет или что же будет продолжено? Вот что-то не будет продолжено. Поэтому, видимо, вот как этот воин через топкое болото пробирается, и кто знает, в последующем, может быть, за этими 8 жезлами он и не вернется уже. Он останется с одним, потому что вернуться назад — это значит пройти еще раз вот это болото. А надо ли? И где-то это очень символично по девятке жезлов. На что мы тратим силы, что мы будем продолжать. Вам нужно с чем-то определиться и одновременно, в очередной раз уже повторяю эту фразу, но у вас все карты так ложатся, навести, ну, какую-то большую определенность в своей жизни, чтобы не было чего-то скрытого и одновременно пустых надежд. По 13-му аркану, да, это завершение, окончание, но это еще одновременно начало чего-то нового. Но есть, видимо, те вопросы, в которых вы должны разобраться. И, в принципе, я об этом говорила, да, пожалуй, с самого начала по картам пасьянса. Давайте посмотрим сфера ваших достижений, все в тему. Знаете, это как меняется ваш жизненный этап. Тут действительно состояние перехода между прошлым и будущим. И по 20-му аркану вы можете тут что-то кардинально передумать, перепланировать или от чего-то отказаться и отдать предпочтение чему-то новому. И эта карта избавления от боли, избавления от страданий, мои дорогие козероги. Как минимум я все же вижу, что есть, пусть один человек, но тот, который вас всецело поддерживает. И в наше сложное время это более чем достаточно. Но, кстати, вы можете с ним тоже где-то устроить конфронтацию, потому что вы люди сильные, и сила — это замечательно, самоуверенность — это прекрасно, но есть такое качество, которое часто сопутствует — самонадеянность. И вот это нам всегда мешает, не только вам. Мы самонадеянно думаем, что, ну, силы же у нас достаточно, у меня же всегда получалось. Или получалось всегда выйти из сложной ситуации. И опять же, самоуверенность — это прекрасно. Но когда она граничит вот с этой самонадеянностью, мы становимся словно слепые. Мы не видим каких-то мелких деталей или обстоятельств, которые нам, как звоночек, говорят: «Стой, не торопись. Ты что-то с этого момента должен передумать по-другому или что-то завершить, навести больше порядок, или для себя какую-то, может быть, даже как реорганизацию». Помним, что 2025 год — это год адаптации. Отнюдь не все мы можем изменять в этом году, но просто принимать те условия жизни, которые вокруг нас присутствуют. И после этого, когда мы приняли ситуацию, а мы не идем против системы, против порядка, против других людей, неважно, что это будет. Так вот, после того, как мы принимаем, принять это не значит согласиться. Это значит принять, что я не могу этот факт изменить. Я не могу изменить людей, и я не могу изменить
какие-то внешние события. Но я себя адаптирую к этому и после предпринимаю шаги, чтобы организовать что-то по-новому. Вот такие энергии и подтверждает эта карта «Страшный суд». Вот вам отсюда только вперед. Две карты, которые говорят об этом, но тем не менее какую-то либо работу над ошибками, либо закрыть в прошлое дверь вам приходится. Вы знаете, вот этот единственный может быть человек, может быть, у вас и много таких людей, но это карта любящего человека, а еще это карта ожидания. Именно в этой колоде ждет наша королева кубков. Может быть, и вас кто-то ждет, может быть, и вы ждете. Это касается личной жизни. Может быть, вы ждете какого-то человека. И в силу разных причин меня смотрят люди из разных стран. Кто-то и не может вернуться. Но значит, и это или к этому нужно отнестись как-то более реально. э, Понимать, что может быть продолжено, а что нет. Но все же карта любящего человека говорит о том, что как минимум один тот человек, которому вы можете доверять, он в вашей жизни есть. Может быть, это кто-то и как ваш супруг, из близких, любимый человек, а может быть, это просто кто-то из родственников или какая-то история вашей дружбы даже должна быть продолжена. Но не всеобъемлющая нам эта карта говорит, что все люди братья. Или что мы, допустим, должны какую-то конфронтацию устроить. Или что мы должны быть наивными. Наоборот, эта карта говорит, слушай интуицию. И интуиция, шестое чувство, наш самый верный подсказчик. Но все же, если мы на эту неделю, я вижу, что есть тот человек, который разделяет как и ваши сомнения, может быть, и ваши превратности какие-то, но также может за вас искренне порадоваться. Это очень важно. Но вы более воинственно можете быть настроены, мои дорогие козероги, и поэтому даже с единственным человеком ну, где-то не поконфликтовать или не поругаться, может быть, и так для вас будет тоже не на последнем месте. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.